Проезжаем маленький базарчик. Что сейчас произошло? Здесь так воняет от этой речки. Речка вонючка. Я вижу тмин, кориандр. Объясни, пожалуйста, что там за шум? Такое непонятное чувство. Короче, какая-то блокировка идет. Что ты говоришь? Че, уезжаем? Почему? Мы убегаем отсюда. Нас сопровождает сотрудник, в такси посадить, потому что сзади. Что происходит? Они бегут за нами. А он может от них оторваться? Ты видел? Он на капот повис, пацан. Там на капоте едут, не гони. Там двое ребенка сидит. Доброе афганское утро. Ну и Каус, как обычно, с утра получает сегодня комплимент. Каус, как ты хорошо сегодня выглядишь? Точно хорошо или ты прикалываешься? Точно. Да, ну, спасибо. Это комплимент. Ну я понял, да. Я имею в виду, сегодня вообще не выспался, честно говоря. Не выспался? Не. А я вот сегодня, наоборот, выспался. Вторая ночь, уже такой более спокойный. Много мыслей, много вопросов, но мало ответов. Все хорошо, кроме печки электрической, которая жарит всю ночь. Но без нее реально будет холодно. А с ней утром просыпаешься, у тебя в носу все просто пересыхает. Поэтому Каус использует опа-на. Спрей? Что это такое? Ну это какой-то... Да, это антиквариат. Антиквариат. Антиквариат нам не нужен. В общем, используем спрей для носа. Чтобы увлажнить, тут климат сухой, холод сухой, поэтому надо всегда такой использовать. Не говоря уже о печках, которые... Так сейчас у нас какие у нас планы? Едем кофе, заправка и город. Да, сначала кофе. Кофе Якобс аромат. А мы опять в ту же точку? Да, это самое нормальное место для кофе. Или мы просто возьмем его? Возьмем и поедем. Чтобы не тратить. Да. Такси, решил, что сегодня я увидел 5 женщин с утра. На ресепшене первая. На ресепшене первая, но она там с открытым лицом сидит. Это что, она работает? А все, кто на улице, все покрыты полностью. Ну, у некоторых глаза видны, у некоторых вообще ничего не видно, просто там сеточка. Ну, я так думаю, там все продумано. Да. Повторюсь, 99% машин это Тойоты. Наверное, Короллы, да, лидируют. Старые, новые. Ну, у них объем двигателя маленький, поэтому они экономнее. Люди тут проблем никаких нету с запчастями на эту машину. Да, на рук ведро. Но мы же с тобой не будем серьезные темы поднимать? Нет. Это нам не нужно. Кому нужно, пусть ищет. Пусть сами поднимают, да. Пусть ищет в других местах эти темы. Да. Хотя здесь много очень интересных, но тем. Да. Но они дискредитируют. И в будущем могут тебе просто тупо сюда дорогу закрыть. А меня просто закрыть. Надолго. А тебя на 28 дней. На 28 дней. В подвал? Нет, там контейнеры. Как контейнеры? Ну в контейнер тебя закидывают, вот контейнеры, знаешь, что это? Грузовые. Ага, и ты один сидишь, что? Один сидишь, да. Там мужичок, который у меня, я тебе рассказывал, был, да, он сходил с ума вообще. Говорит, ничего нет, ни телефона, я вообще в шоке был. Вот тебе дают там еду хоть? Еду, воду, там водичку на омовение, чтобы намаз делать. Ну это все разрешается. Объясни, пожалуйста, пиран-пумбон, национальная одежда, вот у мужика сколько должно быть комплектов? Ну, или это от финансов зависит? Это от финансов зависит. Вот у меня, например, 12 комплектов, да, и я те, что, со временем они эксплуатируются, изнашиваются. Да, изнашиваются, их и раздаешь бедным, отдаешь людям и делаешь себе новые. То есть, да, в зависимости от того, какое у тебя финансовое состояние, столько может быть пирантом. В холодное время года носят более темные тона, да. А летом светлые. Или еще есть какие-то цвета именно посвящены
я не знаю, там, праздникам, Ну вот, я похорон. же говорю, яркие, такие светлые цвета, типа белый там, да? Это свадьба. Бежевый, это свадьба, может быть, это может быть какой-то праздник. И на похороны тоже люди одевают чистый белый. Белый цвет. Пока мы ждали кофе, сюда зашел парень с девушкой. И они пошли, я так понимаю, за ту перегородку, правильно? Да, семейное место. И вот мне объяснили, просто так парень с девушкой никогда не зайдет, потому что нужно быть сильным в плане духа, в плане ответа за нее. То есть 100% они или близкие уже сейчас, или помолвлены, или будут близкие в будущем. То есть это не какие-то случайные знакомства одноразовые, потому что если зайдут сюда люди Т и зададут вопросы ему или ей, или обоим, будут серьезные проблемы. Если это дети, то, наверное, у родителей, да, будут проблемы большие, очень большие. Поэтому кофе мы пьем вот в этом заведении, называется Slice Bakery. Рядом что-то огромное. Бип, Джум, Гум и Туркиш. И Туркиш. Всегда с тебя берут деньги за то, что ты вот где-то паркуешься на центральной улице. 50, наверное, афгани или 10 афгани. Сейчас мы проедем мимо дома генерала Дустума. Расскажи, кто он? Ну, это был такой человек, да. Можешь громче даже говорить, не стесняться. Ну, хорошо. Это Дустум генерал, человек, который сотрудничал с Америкой, когда в первый раз была война с талибами, и он сотрудничал с ними. Короче, посмотрите фильм 12 Strong. Там про Дустума. Это не тот, который через Термесский мост уходил? Когда? В Узбекистан. этот раз? Да. Да, это он. И сейчас его дом, как бы, я не знаю, люди говорят, что сделали каким-то музеем. Вот сейчас мы будем мимо проезжать, как раз и спросим. Без номеров. Кто же это? Наши товарищи. Люди Т? Товарищи. Здесь серьезные типы живут, да? Да, были Так, вот этот, этот кирпичный? да, Каменный, то есть. каменный, кирпичный вот этот. Сколько там комнат? Да, он вглубь идет еще туда. Заправка. Машины здесь моют точно так же, как в Индии, на платформу и поднимают. То есть днище это обязательное. Обязательная часть мойки. Дядька с автоматом сидит, ждет, наверное, очереди своей. Сколько бензин у вас стоит? 63. 63 это 92, 60, 80 и дизель 60. где-то 65. Пятого нет. 65 рублей 92 бензин стоит. Ценятся у вас Тойоты канадские И американские. американские. А какие не ценятся? Немецкие, потому что они в основном все с коробкой не автомат, с мануальной коробкой. А тут и остальные все они с автоматом. Канадские, американские. Европейские все в основном без автомата. Поэтому их никто не ценит. Плюс американские и канадские с оцинкованным кузовом, они, понятно, что тяжелее и чуть расход бензина больше, но вот Не именно гниет. коррозии вообще нет, не гниет. Вот я сейчас тебе мою машину покажу, она 97-го года, да? Откроем багажник, посмотришь, все вот так вот чисто. Никакой коррозии, по одному ничего. То есть у меня канадская 97-я. И не ценятся. Японские тоже, но они дешевле, там, в 2-3 раза. Ну, то есть, если моя стоит 5600, то и японская, потому что она еще и праворульная, она будет стоить 2, 1800-1500. Вот она Половину. проехала. Да. И немецкие из-за того, что они тупо на коробке обычные, не автомат. поэтому Вот никто не покупает. впереди как раз японец. Да, вот видишь, он справа сидит. Вот этот японец, он очень дешевый, смотри. Министерство экономики. Под 6-метровым забором с вышками. В Кабуле точно так же есть пробки. Я вчера застрял, помнишь, я тебе написал? Сказал, буду через 15, приехал через сколько? Через 40. А вот наш мультяшный. Мультяшный ДПСник.
Сейчас, дорогой, все хотят. Он так на меня посмотрел. Ну, типа, что ты снимаешь? Слушай, ну у них реально вот эти кепки такие, как они как будто из мультиков все. А вот этих не толстенькие-то вообще. Цветные, вот как ничего плохого не имеют. но- А они красавчики вообще. Ну, я вон тебе они говорю. тоже стоят. Вон, и вон, вот смотри, что, как жестикулирует. Видишь? Сюда, туда. Здесь А прям... вот это начальник большой. А вот бежит. Блин, у них работа, Смотри, знаешь. сколько здесь этих Да-да-да. продается. Мы, кстати, можем потом остановиться попробовать. Все, они уже... Не, Они не уже- пробовать не будем. Ну Я да. не любитель этого всего, но... А, Смотри, это прям точка такая. Да, это именно точно. Забыл, что это у нас такое? Это сушеный инжир. Инжир. Анжир. Анжир. У нас инжир, ну, по-другому анжир. И он сушеный, он прекрасно вкусный. И полезен для мужчин. И не только. Для либидо. Да. Это Они какой-то... очень любят декорировать машины, понял? Делать какой-то декор, там, что-то на Люди зацепить, да. Сделать какой-то там руль такой, ну, экстраординарный. Там что-то наклеить, какую-то тонировку. То есть им нужно всегда выделяться из толпы. Ну, я не знаю, вот если посмотреть, они всегда стоят на вот этих вот сервисах, где там делают какие-то небольшой тюнинг, там апгрейд, там что-то приклеят, что-то наклеят, там наклеечку, в салоне что-то сделают, там подушат чем-то. Такое. То есть в основном они там стоят сейчас, после смены правительства. Вспомнил ролики про Афганистан, когда показывают другие блогеры все это под такую музыку. Блин, и ты такой так страшненько сидишь, знаешь, режим неизвестности включен. И просто я понимаю, сейчас еду, Ну ты принял... ожидание и реальность. Ну, я имею в виду, ты принял ванну, выпил чашку кофе. Да. Едем сейчас по городу. И такой серьезный тип. Да, здесь напряженная атмосфера, напряженная обстановка. Это все чувствуется, но это начинает чувствоваться не днем. Вот, когда темнеет, И когда садишься рядом в ресторане с... да, с непонятными людьми, это чувствуется. Днем нет. Все спокойно. Силы зла днем не активированы. С наступлением тьмы все активизируется. Ну это понятно, что это для мечети, вот эти купола все. Это уже работа. кто-то заказал, да? Да, они не будут столько тратить на витрину. Тут приходишь, у них каталог, они показывают, люди просто приедут и заберут. Это столько мечетей строится? Да, у нас, я же тебе говорю, люди жертвуют свою землю ради мечети, потому что это очень большой савап. Савап это, то есть, хороший поступок. Ну вот, смотри, Денис, да, мы с тобой разговаривали по поводу женщин, да, в исламе. Я за других не знаю, но я тебе за афганских скажу, что они очень верные, это во-первых, потому что, ну, ты вообще, то есть, ты говорил за измену, да, она тебе, во-первых, вообще никогда в жизни не изменит, да даже если ты умрешь. Она будет с твоими детьми их растить. Во-вторых, смотри, если у тебя нету денег вообще, да, она никогда не скажет у себя дома, матери своей или отцу, что вот у моего мужа ситуация плохая финансовая, она всегда тебя будет поддерживать, она никогда не скажет плохо о тебе подругам. Даже если муж наркоман? Даже если муж наркоман, они это скрывают, они помогают, они растят своих детей, они не говорят это, потому что они сами понимают, что, наркотики тут это такое, если ты раз попробовал, ты уже наркоман. Ты же сам знаешь, какие тут наркотики. Там уже возврата нету. Поэтому они для того, чтобы там не опозорить имя мужа или его семьи, они стараются как-то с детьми там, сами, да, пытаются как-то найти способы, чтобы были деньги у них там заработать. Но никогда не скажут, вот у меня муж наркоман, там, типа, там, 5-10 и все. Такого никогда. То есть не может просто такого быть по природе, и По все. природе, что она скажет когда-то плохо о своем муже. Проезжаем маленький базарчик. Очень много фруктов. Я, если честно, вчера пожалел, что надо было какие-нибудь фрукты купить в номер. Что у нас впереди? Это мечеть. Про флаг белый мы не будем говорить. Мы же знаем, что это флаг. Да. Одна из самых больших мечетей Кабула или Афганистана. Кабула. Кабул, как называется? Это называется, сейчас я тебе скажу, мы ее называем городская мечеть, Муаджет-и-Шаар, потому что она в центре города.
Здесь же в пробке продают, моют стекла. Блин, можно, по-моему, не, жениться нельзя. Все что угодно можно сделать в этой пробке. Вон флаги Палестины продают. Флаг Палестины? Да. Вон продают, видишь? Наряду с теми. У нас люди покупают в поддержку. Деньги куда-то идут или это чисто для... Не, чисто бизнес. Бизнес. Ну, люди хотят показать, вот там нацепят флажок. Солидарности. Солидарность. Что она говорит? Эй, бача? Эй, бача, типа, эй, пацан. Биа, пей, бачам, биа. Что ты говоришь? Говорю, иди ближе, сейчас я тебе денег дам. Сколько? Да десятку, двадцатку иди. Биа, или тарап. Вот малая. Вот малая, молодец, смотри. Мабачем. Бору бахайр бури. Это типа давай бабки. А что она сейчас будет? Десятку, говорит, дай. Боря, ты короче. Сегодня мы вам дадим. Да, сегодня mission будет, mission complete. Ну а сейчас немножко фактов. Если люди Т Ловят тебя на чем-то противозаконном, то они садят тебя. Что это вот противозаконное? Ну, я не знаю, то есть на всем там. Ну напиши. Я не могу сказать. Просто на противозаконном Ну, люди ладно. поймут, да. Люди поймут противозаконное, то они сажают тебя в заранж. Заранж это такой трехколесный мотоцикл с таким багажничком. В тот багажник тебя сажают, тебя бреют на лысо, красят лицо черным цветом, или там уголь берут, или лицо красят черным, и катают по городу, чтобы люди тебя признали и узнали, кто ты такой. То есть ты такие моменты видишь? Один раз видел, еще 2 года назад, когда они только приехали, пришли к власти, да. А потом на тебе как-то это сказывается? Вот если тебя вот так покатали? смотри. Или время лечит? Это, вот я тебе за это и хотел сказать. Это никак, то есть они никаких штрафов там 5-10, они тебя просто отпускают. И ты сам просто во избежании таких инцидентов предыдущих уже не будешь делать то, что ты делал противозаконно, и все. Но если в будущем, не дай бог, какие-то терки непонятные, тебе предъявят за прошлое или нет? Нет, уже не предъявят. То есть ты что... типа получил наказание? Все, ты уже за это свое дело ты получил наказание. Все, то есть. И в основном люди больше не повторяют своих ошибок. Потому что у нас очень, знаешь как, вопрос остро стоит опозорить семью. Ну ты опозорил семью. Ты сделал что-то противозаконно, тебя поймали, тебя посадили в заранж и катают по городу с черным лицом и с побритой головой. Тебя увидит твой сосед, тебя увидит твой двоюродный брат, тебя увидит, я не знаю, твой брат. Это очень стыдно. Смотри, вот тебя покатали, да, в этом заранче. Тебе потом родственники сами предъявят? Конечно, или нет? предъявят. Или скажут, ну, брат, потерпи, понятно. типа. Нет, ну, или... а ты имеешь в виду поддержат или Да. там не поддержат, да? Сочувствовать тебе будут или нет? За такое не сочувствуют. За Это такое вот- не сочувствуют. Тебе могут посочувствовать за то, что у тебя там что-то произошло в семье, да, серьезное, кто-то заболел, да, тебе будут сочувствовать. Но такому, что ты что-то типа противозаконное сделал, и ты понес это наказание, тебе никто не скажет: о, братан или сынок, ничего страшного, тебе еще... Навтыкают свои, короче. Конечно. Вот не успела этот кадр заснять. Женщина села на переднее сиденье. Обычно на переднее сиденье, ну вот в других мусульманских странах стараются не сажать женщин. Здесь вас посадили, У нас- объясни. У нас сажают женщин на переднее сиденье, потому что она там будет одна, если это маршрутное такси, да? Чтобы ее никто чтобы не зажимал, беспокоил, не не прижимал ни с какой из сторон. И сзади садятся 3 других пассажиров, если они мужчины. Спереди садится женщина, потому что она одна. Все. Больше, то есть женщин больше, чем одной в одной машине не должно быть. Въезд на парковку дали вот такую штуку. Ничего не понятно, но интересно. Мы на рынке. Здесь речка Кабул. Она же не очень чистая речка. Смотрите, все засрано здесь. С той стороны обычные торговые точки, какие-то палаточки. С этой стороны, я так понимаю, рынок делится рекой. Да. А с этой стороны уже
более современное, это уже при людях Т все построено. Здесь уже такие вот киосочки, ларьки. А мы идем дальше. Снимать могу, но сказали телефон держать в руках крепко. Немножко интересных рассказов вам. Вот справа менялы, слева кастрюли продают. А если вы видите людей в черных тюрбанах, знаете, вот именно черные, что это те люди, которые, как же это мягко выразиться, чтобы никто не подумал. В общем, Опаснейшие люди. это опаснейшие люди в плане, они могут пожертвовать собой. Сами догадываетесь сами, кто это. Просто не все вещи можно рассказывать. Вышка. Аккуратно, аккуратно. Как я уже ранее говорил, опасаться нужно мотоциклистов. Сумку выдернут из руки. Но здесь, наверное, этого не сделают на рынке, да? Нет, на рынке вряд ли, но На дороге где-то. на дороге где-то сделают. И телефон надо в свинцовые лапы брать. Точно. Справа от нас много точек, которые продают золото. Очень много. Салам алейкум. Лучше сказать салам алейкум. И золота здесь очень много. Здесь любят золото. 1 грамм 3950. 3950 афгани. 18 каратный. А это проба какая? 585 или... Номер 18 карат. 18 карат это золото из России, а 24 карата это уже тупо слитки. Вот так вот нам объяснили. Так, надо выйти отсюда. Почему? Потому что вот тут справа вот это, его называют Сарай Шахзада. Один из самых больших и первых маркетов по обмену валют в Кабуле. Здесь? Да, вот здесь. А ну вот я вижу. Смотри, какой ажиотаж. Это что, здесь меняют? Да, вот тут и сарай обмена валют. Тут, Здесь хороший курс? тут курс идет от Афганистан-банка, они задают свой. Что сейчас произошло? Хлопки по плечу. Поворачиваюсь, сзади стоит талиб. Начал проверять телефон. Увидел, что я снял. Не знаю, удастся мне сохранить эти файлы, нет. Там, хотя ничего такого не было. Попросил удалить и типа покажи корзину. Мы сделали вид, что типа в корзину ничего не закинули. Удалили все. Сейчас мы выходим из рынка. Для чего мы выходим? Мой знакомый подписчик, он дал вот женщине можно дать. денежек для того, чтобы мы раздали. То есть он сам русский, но был тесно связан с Афганистаном. Какая-то ностальгия. Ну, в общем, такой. Денис говорит, раздай детям. Хоть по 3 копеечки, но раздай. Поэтому у талиба мы спросили разрешение. Он говорит, на рынке этого лучше не сделать, потому что начнется ажиотаж. И могут возникнуть проблемы такие, начнется столпотворение, и чтобы любые другие посторонние люди не пострадали. Поэтому нам сказали, идите в сторону мечети. Так, куда нам идти? Все, налево. Налево. Сказали, идите к мечети и там раздавайте. Возле мечети. Да. Давай сейчас раздадим, и все. Мы разменяли денег по 10, по 20 афгани, чтобы не было проблем. Но здесь очень быстро народ начинает кучковаться, когда начинаешь раздавать. В общем, экстремально слишком все. Но это нужно сделать. Назвался груздем, полезай в кузов. Почему нас выгнали оттуда? Это афганский свифт. Кэш, не кэш, наличка, безналичка, камни, золото. То есть
точки мира можно отправить именно сюда, в Сарой Да. Шахзода. В это Сарой как? Сарой Шахзода. Сарой Шазода. Здесь очень много баблища, поэтому это приравнивается как к президентскому дворцу, можно так сказать. Да, деньги президентского дворца даже отдыхают по сравнению с тем, сколько их здесь. Опасненько. Поэтому пока снимаем. Я вижу тот самый мост. Вон типчик присел. Но он в туалет присел. Да. Смотри, ситуация такая, их сейчас собирают с улиц, поэтому... Здесь так воняет от этой речки. Речка вонючка. Немножко вам орехов в ленту, которых здесь просто огромное количество. Любят сладости в Афганистане. Азиатские базары. Каус. Я же не зря спросил, кто сзади нас идет и шепчется. Да. Кто это были? Воры? Воры? Они за сумкой. За сумкой шли. Я тебе поэтому и говорил, все ценное в карманы, а сумку дома. В следующий раз так и делаем. В общем, выходим вот так из этой ситуации, одели мой рюкзак на него и куртку сверху. Потому что у меня так не получится. Подошли к месту, где был спуск вниз под мост, где сидят люди N, назовем их так. Но тут же подошел дяденька, который говорит, там никого нет, хотя мы видели, что там люди сидят. Но это, видно, главный из N. И такая массовка непонятная начинается сразу. Опасная массовка. Мост любви. Такой опасный мост. Мы крутимся все по одним и тем же местам. Раньше людей N было много, но чем больше люди T были у власти, тем меньше становится людей N возле этой речки и под мостом. Вот так вот выглядит джигар. То есть какой-то садж, это помидоры, это печень, почки, что там Печень еще? приготовлена. Печень. Если только печень, то это должно быть вкусно. Но мы сейчас идем попробовать сначала булани. Это местные лепешки. Вот здесь еще что-то готовят. Салам алейкум. Но это мы пробовали. Это тоже вкусно все. Ну и картошечка фри. Голод не тетка. И сказал нам идти срочно перекусить. Сколько стоит гранатовый сок? Стакан. 30-40 и выше. Ты будешь? Да. Можно? Или Это нормально. давай маленький, два маленьких Сюда на стакана. сапоги. Великого. Он сладкий, но в конце вяжет. Почему? Потому что есть корочка. Он кожицу выжимает Да. очень сильно. Кожик. Для нас такой хорошо. А ты в курсе, что вот именно после такого, после вязкого сока ракета из шахты с затруднением вылетает? Ну, серьезно? Я не знал внутри. Ну, конечно, это же Ага, все, понял. тут сходка. Они все сюда подъехали. Скажи мне, пожалуйста, вот это телеги полные или там внутри пусто и сверху накидали? Или она реально Нет, прям они вот, полные. вот столько? Дохалечко порасны. И они итернейские дохалечко там чисто вода больше саржи. А в последний... Он говорит, есть, это наша хитрость, мы там ложим вот так вот что-то. Ну, я же знаю потом ваши засыпаем. хитрости. А я не знал, я думал, Видишь? что реально... А вот это в последней телеге что находится? Это Крайне. называется унаб, асны? Оно... Сенджи, это сенджи. Сенджир. Это есть, да? Он точно так же приторный, как вот этот сок. Все, я понял. Брикет из гороха. Стрит-фуд.
Здесь он греется, видно, там какая-то горелочка внизу. Там, я не знаю, яйцо или картофель. Что-то такое. Комментировать не надо, это рыба. Фиш. Видите, с приправами. Я вижу тмин, кориандр, перчик, ну и соль. Выглядит аппетитно. Так, ряды с гранатовым соком мы прошли. Здесь часы. Манты и кабоб. Мы знаем. Шаурму вообще любят здесь? Да. Они тут в своем стиле делают. Лучше. Один платит? Ну, один, да, лучше. По одному, может быть? Не, вот смотри, какой здоровый. Лучшие булани в Кабуле. С чем это? С картошкой. How much? Не, Руси. С чем она? Картошка внутри. И все. Да. А только с картошкой то есть? Да, они гондона у них нету. Как? Гондона. Гандана, это что такое? А, зелень какая-то? Зелень вот называется. Санока, что гондона на доле, не? Я думаю, куда мы идем? А мы идем вообще в подвал. Найс. Смотри. А, блин, в муке все мы. А, вот эта кафешка. Так выглядит кафе. Так выглядит Денис. Сюда садимся и используем Так, вот это вместо тарелки. Так, это тарелка. Да. Так, и здесь какой-то напиток, это что-то типа, ну, молочка. Кефир, мацони, как угодно называйте. Так, ну что, пробуем? Как есть? Просто отрываем. Отрываем. Бачим чакни дари чизе? Чакни. Что-то я неправильно сделал. Бум. Надо поменьше было брать. Знаешь, вот, пирожок с картошкой расплющенный. Прямо пирожок с картошкой расплющенный. Я не знаю. Ну, нормально. Вот знаете, почему мы едим не с мясом? Потому что, ну, не секрет ни для кого, что мясо на рынке будет не лучшего качества использоваться. Ну, какие-нибудь отходы. Поэтому в таких местах нужно есть или овощное, или стровое. И там уж точно ничего не подсыпать, не подменить. Нормальная съестная еда. Приятного аппетита. Приятно. Мне сказали, это лучше не пить, тебя, Денис, развезет. Все, мы поднимаемся из... Ну, это местные рестораны. Сейчас он спустится. Пропускаем его. Он что-то там моет. А, он моет их там. Слушай, я хотел попробовать, думаю, вот это вкусная штука, а это мыс. Настоящий, говорит, там. Thanks. Спасибо, мы полные. Так, выходим. Я понял, почему лучше не пить теперь. Все вкусно было. Спасибо. Ташакур. У них там яйца. Сделали сейчас фотку с человеком Т. И заметил, что у него глаза подкрашены чем-то. А вот чем подкрашены, сейчас наш наикрасивейший сегодня, наипрекраснейший, наигламурнейший неон покажет, как это все делается и кто вообще это все подкрашет. То есть здесь ничего стрёмного нет. Большая часть людей Т подкрашивают себе глаза в целях гигиены и еще в целях чего-то. Объясни, пожалуйста, что там за шум? Где? Вот там, вот слева. Гаишник бьет по машинам палкой. Гоняет их.
В общем, гаишники гоняют палкой. Что они делают? Палкой бьют. Либо железякой какой-то. Кто кого бьет? Бьет по кузову машины. А, типа уезжает Уезжайте отсюда. подать сюда. А, вот, давай Прыгай, посмотрим. вот. Вот сейчас. Давай. Проезжай, поторапливайся. Да. Они что-то становятся там. А если ты на крутой тачке по лакокрасочным или пофигу? Так ты же не будешь таксовать для них. Это же А. таксисты. Таксисты Всё, и я- маршруточники. Я понял. Какие-то кексики. А что это такое? Объясни мне, пожалуйста. Я тебе говорил, Гор? гор. Это делается из сахарного тростника и сока сахарного тростника. А, это килограмм Да, продается. килограммами продается. Сладкое вообще. С чаем все это С чаем. употребляете. Да. Ну и здесь везде булани. С чем-то. И здесь очень много людей Т. Здесь булани, смотрите, печеная и жареная. И так, здесь картошка с зеленью, да? Да. Ну, мы, наверное, сейчас не будем. Мы Можем все-таки позже. позже, а то. Окей. Видите, какой изюм здесь? Крупный. Еще зелененький. А вот чалопики. Летом, наверное, все востребовано. Салам алейкум. У него у самого не накрашено. И адам достума мне ходит к сурмакона. Мега ходит сурма на кади. Говорит, я столько в своей жизни сюрму делал, уже, блин, говорит, надоело. Пусть он расскажет вообще. Блин, здесь народ кучкует, смотри. Смотри. Сейчас люди Т придут, скажут, Да что он не, хочет. не придут. У нас Так. есть разрешение. Намазать глаза. Да. Что она дает вообще? Ей, Пусть не объяснит. фауэде, шамеша бармабуку и фауэде сурмачи. Фауэде. Хо. Говорит, смотри, ну у нас как... говорит, Громче поверье- говори, не Да, говорит, как поверье у нас, что чем больше ты поливаешь цветы, тем лучше они растут. То же самое с глазами. Тем больше ты делаешь тюрьму, тем лучше они будут. Красивее. Это у них так. А у вас? А у меня, то есть у нас так. Глаза закрыть? Он скажет, вот открывай, теперь закрывай. Как будто... Я не буду это слово говорить. Такое непонятное чувство. Позже будет лучше, говорит. Позже сейчас оно колет, но позже будет лучше. Глаза не... Слезятся, это нормально? Да, они сначала будут слезиться, а потом будет лучше. Слушай, ну такое неприятное чувство, когда мажется. Я думаю, кто часто мажет, для них это нормально. Normal Misha. Normal Misha, нами Полезно, да? Мы сейчас идем по тому самому месту, где наши земляки снимали местных девушек и чуть не получили больших проблем, да? Когда? Ну ладно, ты умалчивай эту историю. Все здесь продается, все. Я бы чаю отведал, откушал. Вот та самая мечеть, мы к ней подошли.
Здесь переходы, пробки. Ну, глаза до сих пор еще слезятся, но какое-то помутнение есть. Но уже лучше становится. И вы не думайте, друзья, я не такой. У меня есть жена и дети. Правильно? Все правильно. Большая мечеть. Сколько человек сюда вмещается? Я думаю, более 3000, наверное. А вот можно спросить у мужчин? Hocam selam aleyküm. Salam aleykum. یک سوال داشتیم. می موجه چند نفر جای میتونن به خاطر نماز؟ 10,000 نفر. 10 тысяч. 10 тысяч человек во время намаза Да, здесь. во время намаза. А он помещает себя. То есть И мечеть- сколько лет мечети этой? Узнать. می موجه داشتن چند سال پیش دور شد؟ اگر معلومات داشته باشید. او دوره طالبان. 78 То первый режим талибов, то есть 76 год, это 97, 96, 95. Cumhuriyet halal söyledi. Cumhuriyet imam. Ну и когда был 2000... они начали построение в 97 и закончили в 2001, когда... Ну, молодая эта Да, мечеть. молодая мечеть, это пожертвование было одного бизнесмена. То есть на свои деньги он все построил. Да, он говорит, вот там написано на улице история этой мечети, потом можно будет... Спасибо большое. Ташакур. Спроси, пожалуйста, как зовут? Мегаисм Шмачиес. İsmi Karib Burhanuddin. Его зовут Кариб Бурхануддин. Кариб Бурхануддин. А кто он? Объясни. А- Вот мы сейчас просто за кадром поговорили с ним, вот интересно. پرسان میکنن که شما امیال با ما ترشیتان گفته شما برای مسعود صاحب بدین Ama davran چون از اون محل هستیم. اون گرجه سام اگر اسپانچره شما دو وقت ما خورد تو مسعود در خانه ما خیلی قریم بودیم همراهش. говорит ну я был не очень взрослым, когда Масуд мы с ним из одной деревни, и он всегда приходил к нам домой, мы к нему приходили, и с тех пор у нас была дружба, и так я стал его подопечным. То есть он, получается, участвовал. Участник. Шумо Джанго Штирок, когда был, не? Да, он участвовал в боевых действиях. Говорит, у нас даже были пленники из СССР. А в Шурави чудашки, не ясно? یک شما میشناسم از کابل است تایماسکان زن سالانگ. Он говорит, даже одного сейчас знаю, они живут в Таймаскане, его жена из Саланга, тоже рядом с Панчером провинции. То есть это... Не, из Машкалинец. И как сейчас у них отношения? Мы говорит, что раз он читал Раубет Куба, Баму Касакен. Говорит, да, говорит, вообще без проблем у нас сейчас. То есть он брал в плен, и сейчас они общаются спокойно? Ну, да. А как сейчас к этой ситуации тот человек? У него у самого Таскира, это ID-карт Ага. национальный, да, из Парвана, это рядом с Панчером. Это он, то есть, добавляет. Нет, а тот человек не держит на него злость? Вот. میگه آیا حال خامراش دوست است کدام Или все- خفا و کار نبود سکتا بسیار خوش است از ما بسیار هزار خوشی میکنه. все говорит у нас پدر это все مادرش Все понимают. زیاد آمدن میخواستند ببرند. پدر مادر چه خواست اگر مسلمان میشه ما قدیتان میرم و پس میایم. باز با مسلمان هستم بازی نرفتیم. یه زن داره بچه‌ش حال جوان است دولت وظیفه داره. говорит он его семья приезжала и говорила поехали с нами домой назад. Но он сказал, если вы сейчас тоже примете ислам, как я с вами поеду, но потом назад приеду. Если нет, то я остаюсь. Ну и родители и семья так и не приняли ислам, он остался, у него сейчас дети взрослые, работают в государстве. شمال چیز است لنینگراد. Он с Ленинграда, говорит. Северная часть Русский. Ленинграда. Русский, да? Спасибо вам за интересную историю. Здесь все разуваются. И все. Туда дальше в носках. В обуви нельзя идти. Ну, мы туда не пойдем, мы обратно идем. Да? В общем, что мы сейчас делаем? У нас там пакет. Блин, да где же этот? А, вот он. Пакет с деньгами. Мы сейчас достанем несколько пачек. Пока что. Потому что сразу опасно все доставать. Давай 3 пока, что ли? Или сколько тут? 3 пока возьми. Так. Раздаем, получается, каждому, правильно?
Так, ты будешь сам раздавать? Или мне же нельзя? Можно и тебе? Можно? Конечно. Ну, а еще? Не, хватит. Так, ложу в карман. На выходе из мечети будем раздавать. Те самые палочки. Colgate Plus. Это, я правильно понимаю, да? Да, это для того, что если ты идешь там, Вдруг захотел. тут захотел, в туалет взял. Что ты мальчику сказал? Иди собирай. своих. Бегом джамку. Больше? Да. Дай, пусть больше собирает, потому что... Чем больше, тем лучше. Смотри, какая кукурузка. Кукурузка, которая жарится в соли. Соль же это, правильно? Да, соль. Сколько стоит? Да, ничего, да. 10. 10 рублей? 10 Ой, афгань, 10 да. афгань. Да? Он, они идут. Там кого-то лупят, слышь? Машина опять, это вот это... Слышь, ничего себе он там хлопает. Так это не бьют сильно. Брем. Хорошо, что это не я раздаю. Смотри, что тут происходит. Я даже подходить не буду. Я пойду поснимаю лучше ДПСников. Вот этот ДПСник лупит. Так это со стороны выглядит, чтобы вы понимали. Там все и тележники. Хорошо, что меня там нет. Блин, опасно. Вот реально, меня бы разорвали там. Что здесь у нас готовят? Здесь какая-то каша с пышками. Но опасно. Ну, цивилизованно не получается это раздать, все дело. Кого-то опять стукнули, блин. Они его сейчас разорвут просто. Там рюкзак, держи мой. Я отхожу оттуда. How much? Все, я понял. Я здесь. Короче, какая-то блокировка идет. Вот здесь вообще что-то происходит. Что ты говоришь? Че, уезжаем? Почему? Короче, он нервничает. Мы в такси садимся. Ты не лучше. Давай в такси, в какое? Прыгай в любое. Мы убегаем отсюда. Все, давай в такси, уезжаем. Уезжаем. Да, Вот, да. говорит, если сейчас в рядом дадим, то... Нас сопровождает сотрудник в такси посадить, потому что сзади очень много народу. Просто какая-то жесть творится. Ну, здесь не раздашь нормально деньги, даже возле мечети. Так, где такси? Блин, здесь дорогу перекрыли. Наверное, лучше. А как мне сесть-то в такси? Меня не пропустят они. Слушай, он без меня уезжает. Блин, ну как ты слышишь, не получается раздавать, да? Да, вообще уже. А почему? Они нападают, пацаны сразу начинают забирать деньги. Они Они тебя зажали там. Они тебя видят. Смотри. Надо поменять дислокацию. 100%. Они бегут. Смотри, что там происходит сзади. Не, нам отсюда уезжать. Не, поехали отсюда. Нам возле другой мечети лучше. Да, поехали отсюда, ну, короче, они что-то вообще. Более догобачен. Куда опять?
Они все уже взяли по 2 раза. Промитали муторому, да не поркинга, сыны труда. Блин, дай им в окно. По чуть-чуть, давай и все. Только чтобы это, по куску. По одному. Блин, Башки барзамел бы ты. Ала, не, майда каддыс. Бурудик. Эй, усшу. Ты сюда паску. руки отпусти. Чтобы не оторвали, не дай бог, руки, блин. Слышь, пусть он побыстрее поедет, а? Буры, кто так даратесис, буру. Ну дай ему 10, пусть уйдет он. Да нет, они сейчас нападут. Ну хоть одну, ну а Не, что, просто так Пусть, бегут. не, он уже брал деньги. А, брал? А эти откуда прибежали? Я хрен. Ну, этот человек Т сейчас атак... Смотри, ты смотри, что происходит сзади. Блин. Что происходит? Это они бегут за нами. А он может от них оторваться? Причем мы отрываемся, они нас догоняют, смотри, они бегут. Они уже с этой улицы бегут. Откуда они знают? Узнали? Они со всех улиц, короче. А, блин, не смотри, Блин, я даже не знаю, вот где встать и раздавать. Тут вообще нереально. Это- Я понял, я с тобой, ну как, на эту тему, когда мы разговаривали, я был противоречив, сказал, да дети раздадим. Если Ну, по очень чуть-чуть даже будешь давать, они Иди будут... до с одной мири. Не-не-не, нам здесь нельзя. Хоп, заид борется. И где наша машина? Наша машина вообще хрен знает где. А мы сейчас куда уезжаем? Мы сейчас сделаем петлю, чтобы от них... А куда-то они бегут, там уже и взрослые бегут. Ну, беги, Бори. Да дай ему, дай, малышу, чем, блин, жалко. Все, ну. Все, оторвались. Будем искать более какое-то цивилизованное место, чтобы раздать. Короче, Дэн, надо просто по энергетику после такого шока. Что-то я ж пропотел, как говорится. А смотри, как лучше раздавать? По чуть-чуть или вот встать, вот так раздавать, это опасно, да? Кстати, вот ты видишь, мы только что это... Ну опять смотри, в если своем ты по опыте. десяточке будешь давать, они все равно... Они вырывают из рук. Ты им даешь типа деньги, да? Он взял только что и обратно по второму, по третьему заходу, поэтому я думаю, лучше где-то найти спокойное место и дать людям, которые реально нуждаются. Эти ребятки, они очень такие, знаешь, эти Шустрые. шустрые, они у тебя сразу с рук выхватывают. Если внимательно присматриваться к базарам, то видно, что основную часть рациона базара, ассортимента составляют всевозможные конфеты, орешки, сладости, изюмы, хурма сушеная, не хурма сушеная, в общем, вот, все вот это вот. В принципе, плюс-минус все это повторяется. Вроде это кажется объемно, но если внимательно там провести какой-то перечень, то не так много товара. Ну и вот китайский ширпотреб, ботиночки, кроссовки. Этого добра здесь реально хватает. Мне сказали стекло вот так вот сделать, чтобы не пролезла рука, потому что дернуть телефон могут 3 секунды. Это самый большой рынок, базар Кабула, да? Да. Это вот что он несет? Какие-то БУ? Лампочки. Это БУшные? Они что уже ли? переработаны, да. А для чего они? Ну, как сказать, они знают, как их починить. Они чинят эти лампочки диодные и продают. То есть лампочки он разберет и... Да, разбирает, чинит и продает. Мы пытались проехать на машине до парковки на такси, но охранник калашом по капоту бил. Типа, куда вы едете? Один пропустил, а второй нет. Тип серьезный, поэтому не стали шутить. Блин. Водители, а не мы. Салам алейкум. Головы. Головы, сердца 3. Еще что-то. Много-много рыбы. Рыба. Ой, какая рыбка. Салам алейкум. Он плов ест. Ну, это толстолобик, все. Легкие здесь также. Селезенки. Сердце легкое. Смотрите, как чисто очищают ножки.
все белое. Просто сказка. Бараньи ноги, бараньи головы. Салам алейкум. Еще бараньи ноги. Ну это вообще прям маленькие-маленькие. Судя по головам, это не крупные барашки. И опять ноги буйволов. Так продаются курицы в Афганистане. Посмотрел сам на себя, и я себя чувствую Денисом Шпаковичем с такой раскраской глаз. Вы знаете, кто такой Шпакович? Тутовник в тележке. Thanks. Ты за крузаки новые спрашивал? Да, новые крузаки. Мясо. А вот сейчас мы как раз увидим. Можно подойти вот к тушке? Мне очень интересно. Салам алейкум. Это обжаренные. Первый раз вижу, что обжаривают барашку. А для чего это делается? Салам алейкум. Говорит, вкуснее получается, они так говорят. Если мы его так вот прожариваем ее. Это Шкуру, да. шкура не снята с него. Снято. А, И, как снято? Нет, не снято. Не снято? Это просто... Они, смотри, берут кипяток, просто сдирают его вот эту шерсть, понял? Шерсть, и потом вот так вот горелкой, да? Горелкой все это они обжигают. Что у нас с краю происходит? Опять тут движуха. Мы опять подошли к речке, мы просто не идем по главной улице. Что он говорит? 3 лампочки 50 афганов. 3 лампочки за 50 Да, это афган. вот эти отремонтированные уже. И сколько они служат? Вот отремонтировал Точно он. так же, как и новые, потому что они просто там какие-то, может, транзисторы меняют или диоды погоревшие, и все. И пожалуйста. Она всегда такая грязная или есть места чистые? Не, она всегда такая, воды стало меньше в реке, да, потому что у нас несколько сезонов подряд уже вообще конкретная жара. А ты помнишь те времена, когда она была полноводная? Нет? Я с 2011 года тут. И не помню, чтобы она всегда была полная. Мы спустились, ищем туалет, а тут что-то все молятся. Мы вообще на парковке. Там туалет или что? В общем, похоже, время молитвы, поэтому все молятся. Смотрите, какие тачки. Одни крузаки. Вот он. Lexus. В общем, похоже, время молитвы, и поэтому все молятся. Больше. Идем вот туда. Где же этот туалет? Туалет. Слушай, все так просто, да, среди крузаков просто. Пловчика. Нашли, блин. Дошли мы. Да. Не, мне монстр не надо. Я знаю, что такое монстр. Мне, пожалуйста, что-то кисленькое. Кисленький Red Bull как? Что ты смотришь? Да, кисленькое. Дута Red Bull хайрбет взяли. Кто-то подошел. Сейчас мы будем садиться в машину и дадим им. Я им дам, наверное. Дай. Дай, не стесняйся. Много Надо. чем было. Слушай, они как появляются здесь? Смотри. Не есть, доктор. Бигили более денько. Как это надо? Сейчас другие подойдут, да? Чаншут? Все, еще подходит, смотри. Давай быстро расплачемся, уходим. Чаншут? 340. Эна. Что-то они говорят. Не, все, уходим. Тебе дать? На. 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 Все. Зря мы дали. Так, закрой мне машину, пожалуйста. Идем. Мой френд. Только не зови никого, ладно? Конечно же, не зови сейчас. Перебегу. Вот это твоя машина? Нет, не вы. Ее куда-то перегнали. Они нас спалили, смотрите. Пошли, на пару поки. Найди. Не, сяна. Вот так. Главное, мы на вимера мы броем. Гори дегал. Маленькие еще. Сколько им лет примерно? Шансалас тебя чем?
Ну, сала? Не, гордости. Ну, сала это сколько? 9 лет, говорит. О, ну, сала, более бахает буду бахать. Атакуэйшн. На здоровье. Вылетаем просто с рынка. Как эта схема работает? Одному ребенку дал, а они все друг друга знают. Там быстро другие, без всякой сотовой связи. Все это делается быстро. Там и старшие начинают говорить, да, беги туда. То есть цепная реакция. Да, те, кто взяли Блин, денег, опять кто-то бежит. да, и да, малая бежит опять. Это другие, что ли? Да, те же самые. В общем, вот так вот. Жалко, конечно, реально жалко детей, потому что... Надо идти. Я открою. Там что происходит? Тоже раздает Там, кто-то, да? Да, видишь, он еду раздает этот. Он им еду раздает, и там такая... Серьезно? Ну вот, смотри. Может, я там раздам чуть-чуть денег? Ты уже не сможешь припарковаться, да, сюда? Не то, что паркануться не смогу, это взрослые ребята. А, им не надо Ну, давать. я думаю, это и рабочие. Блин, еще вот здесь. Смотри, смотри, откуда они? Ну, мала им сказала. Да? Дай мне, пожалуйста, мелочь. По десятке каждому раздам. Так. Амитура куда одам? Амитура куда одам, доктор? Быстро паспорт. Нахуй, чуть-чуть садиги. Бисер мора об одном мне курикать. Так, по очереди, друзья. Блин. Все, сейчас, слышишь, закрой, а мне сейчас это, телефон вырвут. Ты видел? Да. Он на капот повис, пацан. Я офигел вообще. На спойлере повесь. Ой, на капоте, на багажнике. Да, на багажнике. Блин. Все, сюда они точно не перебегут. Позови ее, пусть помоет стекло, и как раз ей дадим. Сейчас мы подъедем к ней поближе. Или не получится. Получится. Пробка. То есть дети с детства, вот пусть она моет. Меньше. Больше, доктор. У меня ручки не дотянутся сейчас. Ну хоть сколько-то помоет, что. Якам пеш берем, бачим, фок пеш бер. Сколько вот такая услуга стоит? Или кто сколько даст? Кто сколько даст? Обычно 10-20 стоит. Да. Amiga con poco сказать, бас колос. Ташакур. Ташакур. Да, бас, мапок ми кон. Помыл. Ну мы же не ради того, чтобы помочь. Ну да. Вот здесь мы вчера были, как раз вот этот поворот на Министерство культуры, печати, просвещения И всего остального. и всего да. остального. Министерство. В принципе, местные на тебя сильно не реагируют. Вот, если, конечно, у тебя там, ну, я не знаю, не торчат два провода из кармана или большой будильник непонятный. Ну, то есть, чтобы такие подозрительные предметы, правильно? Да. Или большой черный тюрбан там, Ну да, да. с какой-то внешностью непонятной. Как этот. Так ты, в принципе, сливаешься с массой. Тюрбан как зонтик вот такой большой. Это сразу наводит на подозрение, Конечно. правильно? Ну, и плюс, если ты еще как бы турист с кучей бабок в руках, да? Это тоже их очень настораживает, они на тебя нападают сразу. Я просто, знаешь, я же тебе опять говорю, я говорил, да нет, они все поймут, я сейчас им скажу, встаньте в линию, там, Встаньте, постройтесь, дети, встаньте да, в ряд. я вам сейчас деньги дам. Ты тупо начинаешь доставать их, и они начинают так вот с руки у тебя вырывать. То есть, ну, блин, по сути, я был неправ. Ну ничего, мы помогли им, помогли как смогли. То есть и девчонкам, и ребятам малым. Все. Но у нас еще осталось. Да, конечно, осталось, еще можно будет раздать. Еще много осталось. Ну мы с тобой разработали план, как мы это будем делать, да? Да, мы будем. Ты будешь. Нет, раздавать. и ты будешь тоже. Ну, я тоже раздам.
Я тоже раздам, но я предварительно все себя сниму, потому что могут и в карман залезть. И главное, чтобы спиной, наверное, к стене, чтобы сзади не подкрались. Да. Как я стал спиной. Я даже, вот, честно, не знаю, тут Red Bull. Возьми быка за рога. У нас возникла идея купить хлеб по одной штуке в пакет, да? И будем раздавать. Да даже можно без пакета. Берем, закидываем на заднее сиденье и раздаем им так. Точно. Да. Почем такие стоят? 20. 20? 20 афгани. Сколько у него есть? Ne, Saiku, jak du se 4-5. Yine mi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, až do 20. Не работает? Ну, 20 это. 20 это по-русски квартал. Ну это какой-то поплотнее хлеб. Его называют джурей, двойной. Он хочет как Все их в пакет без положить, каждый или все? Он сейчас их сложит туда в пакет. Все. Положить. Да, может 3 пакета нам сделает. И мы будем потом из них вытаскивать, потом давать. В один пакет вмещается 20 штук. Это что сейчас? Оторвали? Да. Дети? Не знаю, она была оторванная, поэтому я ее вылил. И типа ее не возьмут или возьмут? Вот это, смотри, сейчас не возьму. Доллай мира кама пайсара хунамики, не? Или камнамики? Нет? Нет. Не берет? А Вот почему? видишь, они должны быть цельные, даже если она вот такая убитая. У неё- То есть она может пополам разорванная быть, да? Да, но вот такой не берут. Ага. И их что есть. И ромал кашиду. Спасибо. Ну логика мне, конечно, непонятная. Купюры на 20 раз, на 20 частей порвани, да, убите. Ну, вот видишь, такая новая купюра, уголка нету, не берут. И в банке даже нельзя поменять. В банке можно. Кто пойдет менять с 10 Ну, там надо афгани? их собирать. Их Да ну, на... знаешь, подал. Там надо их собирать. Нате, сэр. Давай. Давай, Майор наверное, Пейн. Сержант. Сержант Давай, Пейн. наверное, тебе А? на переднее сиденье ты будешь раздавать. Серьезно? Откроем окно, да, будем подъезжать и раздавать и все. Давай. Давай, давай все окна двери, понял? Какой же он ароматный. Да. Прям пахнет? Они, Можно? свежий, да. Можно. Кусочек можно же? Конечно. Никто не против? Ням-ням. Тасакур. Ты делаешь добрые дела. Подписчик делает добрые дела наши. Да. Мы выполняем его. Вот давай вот этому дайте. Да, конечно. Салам алейкум. Дайте ему еще одну, еще одну. Приятного вам аппетита. Спасибо. Кто там Говорит, сзади? давай я ему тоже отнесу. Мне кажется, а вон еще кто-то идет, да? Да, можно ему дать. Вот и этот мужичок тоже Какой? красавый. Вот ему можно дать тоже. Слушай, ну раздавать быстро можно, между прочим. Да. Вообще прям не заморачиваться. Главное середину найти, все, тут я нашел. Остановились возле того самого места, где похоронен шахид, правильно? Да. Это, так скажем, кто он? Давай. Ну? Борец за свободу. за свободу свою, за ислам. Он прямо вот здесь похоронен. Да, правильно? но я много об этом не знаю. Я знаю, что этот перекресток, они его называют перекресток шахида. Вот это место именно. И я не знаю, где он, то есть получил, то есть, где он умер, как он умер, что произошло. Но это место никогда не тронут. Нет, не не городские, тронут. А если тронут? Не тронут. Вот. Это по исламу никто не трогает. Это священное место считается. Священное. Ну как священное место? То есть не то, что мечеть или еще что-то, ну просто место, в котором есть шахид. Просто- Он тут погиб или похоронен, и поэтому это место никто не трогает. Вот когда мы сегодня днем ехали, здесь я смотрел, он наклонился, поцеловал мужик и пошел. Да. Сюда в основном женщины приходят. Я не знаю, тут если у тебя есть какая-то просьба, да, там, чтобы она свершилась, некоторые женщины приходят сюда и просят у него, чтобы он как бы помог этой теме осуществиться. Вот. Вон там еще на телеге, дай ему. Тоже. Вот, вон. Наджи! Возьму. Так.
Забрал? Сейчас, я баш. Да, хайр баш. Так, что там, блин. Слушай, ну у нас чуть-чуть осталось. Да. Давай. Нужно будет потом докупить. Че он говорит? Говорит, 7 килограмм этого, морковки 50 афганей. А 7 килограмм чего? Морковка А, 50 афганей. я уже не слышу, представляешь, у меня уже это... 7 килограмм морковки 50 афганей. Вон, с телегой. Да, вот того сейчас. Давай ему отдадим. И вон мальчик, нет, мальчик, наверное, Мальчик, по-моему, его нормально. за продуктами отправили. Вон еще с тележки мужичок. А ему можно отдать? Да, они же тут работники. Так, возьмите. Вот это, может, тоже отдадим? Или не надо это? И этому можно, он же работает. Сейчас перекусит. То есть от хлеба Никто грех. не отказывается, это хайрат. Так, давай вот этому деду дадим тоже. Какому Вот, деду? вот, сидите. А, вот, да вот это вообще это... Салам алейкум. Да, хайр большой. Так, кто у нас еще есть? Что, давай добьем, тут осталось Да, щас. 3 штуки. Думаю, в ближайшие 100 метров мы найдем 3 человека. Салам алейкум. Да, хайр большой. Хайр, что говорит это? Хайр бибини, типа, спасибо Хайр. большое. Хайр бибини. Хайр бибини. Да, типа, у нас как, спасибо большое. Вот этому давай дадим, вот, точно. Салам алейкум. Хайр большой, десяток. А вот мало. А вот, мало. На. Ты Всё. чё, как он выбежал? Все, нету, Халас все. же. Давай это. Халас же. Отдай 10 рупий ему. Я не тебе. Что-то звук какой-то издает. Ну, это походу. Так, может, еще лепешку купим? Да, идем. На этой точке оказалось только 17 штук. А можно даже знавать чипсы вот такие или не надо? Лучше хлеб. Да, я думаю, лучше хлеб. Чипсы это ж такое. Хлебом они могут и накормить и брата, и сестру, и маму, а так... Вон сидит дед. Вот смотри, Щас трое трое, сидят. да, сейчас им как раз. Вон тому дадим. С аквариумом? Да. Да, конечно. Он тоже работает. Салам алейкум. Давай со свеклой дадим. Салам алейкум. И вон тому с цветами. А, вон там два сразу. Да, смотри. двое сразу. Вон. Салам алейкум. Бахайр большой часы. А вот давай вот этому деду можно дать? Да, конечно, где тоже. Салам алейкум. Видишь, И он еще идет вот, с тележкой. С тележкой. Короче, с тележками. Да, Это им все надо бедненькие, помогать, да. Салам алейкум. Вот это бабушка или кто это? Дед? Да. Так, это этому. Так, сейчас этим. Их трое там. Да. Что-то там. Что цвета на барасе? А вот еще один. Последний. Последний. Все. Чтобы пополнить баланс на интернет, останавливайтесь возле вот такой вот уличной точки. Я не знаю, что там написано. Зандабыч. Meet you написано. Meet you? Да. То есть от меня тебе. От меня тебе. И вот стоит вот такой дяденька, который кидает вам на счет деньги, вы ему передаете и активирует у вас интернет. Первые впечатления обманчивые. Я же правильно говорю? Всегда так. Не передать всю серьезность. Даже хочется многое сказать, но не может. Хочется, но не может. Дяденька Т в зеленом. Он еще и с черным головным убором Был? Я не увидел. был.
Она где-то наверху находится. Нет, она на той стороне горы. А то есть нам нужно гору Да, переехать. да. Почему ты такой сегодня расстроенный? Не расстроенный, все хорошо. Сейчас будет. Не мы такие, жизнь такая, да? Согласен. Ну, если бы я тут жил, я, наверное, седой бы ходил. Ну, просто если не привык к такому, то да. Кто там сидит в таком Лексусе? Т? Да, есть вероятность того, что... Лексус новенький. Сколько вот здесь будут стоить дома? Вот если я вдруг захочу переселиться сюда. В зависимости от того, какой дом. Вот этот, ну, то есть... или Ну, вот да, этот. вот давай вот у дороги вот это Вот вот, это, с да? тонированным окном. Ну, может, 1040 будет стоить. Баксов. Да. И сколько там будет комнат? Там, как мы видели, 2 этажа было. На 2 этажа там, наверное, 2 или 3 туалета и 6 комнат. А, ну 6 комнат, нормально. Да, и то есть, как они строят, я тебе расскажу. Одна кухня на первом этаже и другая на втором, поэтому... То есть каждый этаж может жить автономно, да, все автономная есть? семья. Они когда делают 2 или 3 этажа, они с исходом на то, что они когда ее будут сдавать, чтобы можно 2 или 3 семьи, чтобы там поселилось и брать там. Слушай, а такая тема, как ипотека, вообще здесь отсутствует, да? Да, То есть или берешь за наличку, или... да, До не свидания. можешь, ни кредит, ни ипотека, ничего такого. Это запрещено в исламе? Да, это ж... Кредиты, Ну как? ипотеки? Или в рассрочку можно? В рассрочку только проценты не брать. То есть, Ты человеку говоришь, вот я покупаю тебе дом за 60 тысяч, даю тебе раз 20, другой раз 20, третий раз 20. Все, вы с ним договорились. Но процентов, как накидывают в России или в других странах... на тебе никто не должен заработать. Нет, на этом это харам, если так заработать. Проценты брать. Это суд называется. Как? Суд. Суд? А суд это харам. Красивый вид, но мне сказали камеру вниз не опускать. А то может быть неоднозначная реакция. Так, а где у нас большая часть Кабула сосредоточена сейчас? А это по ту сторону, да. Туда, в ту сторону. Вон летит самолетик. Куда же он летит? Не в Москву ли? В Москву сегодня. Да. Душанбе. Душанбе? Он каждый Душанбе летит. Так вот, друзья. Ну и вот еще. Домики. Блокпост проехали мы. Здесь еще. Я возьму правее, Чтобы что? вид, вон, мечеть. А, вон я вижу. Сейчас. А там ниже будет Да, еще ниже плыть? будет. Красивая сверху. Мгм. В общем, на третий день шуточки и смех пропадают. Я теперь вспомнил человека, который мне самый первый в самолете сказал. Я теперь его слова вспоминаю. Как отче наши. Что сказал? Не буду говорить. Да ладно. Не буду. Серьезно? Серьезно. Пусть это останутся слова. Между вами. Не на камеру. Мечеть с голубыми куполами. И вот прямо рядом с мечетью что-то красное, синее. Ну, я сразу понял, что это кладбище. Здесь кладбище как-то огораживаются. Могилка отдельно. Решеткой. Muhit zisti salem, зиндаги салем. Это значит здоровая окружающая среда, здоровая жизнь. Greenpeace, я понял. Да. Быстро начинает темнеть, но здесь какие-то лавки, точки, бананы. Вот здесь почему-то много цветной капусты стало продаваться. Наверное, в этой части ее любят. А что с ней готовят? Мы же не попробовали Для салата в ничего. основном. И что это за салаты, как они называются? Цветная капуста, ты имеешь в виду брокколи или что? Вот именно, вот белая вот эта кочана. Это. Брокколи. Да, у нас это называют, сейчас я скажу. Подожди, нам надо было в другую сторону.
Гульпи. Гульпи. Ее готовят, и она растет, да, у нас в провинциях. В Джалабаде, в Лагмане, в Тунаре. Там, где тепло. Самый теплый регион в Афганистане какой? Мазар, Мазар? Мазар-Шариф, Джалалабад, Кандагар, Лагман, Нуристан. Лагмон? Да, Лагман. Блокпосты. Как давно они здесь стоят, вот эти? Это старые. Старые? Это при Да, бывшее это- правительство. Да. Похоже на то. Мечеть вообще до скольки работает? Ну, мечеть у нас же до намаза ночного, да? Есть вечерний, есть ночного намаза, а потом закрывается. А ночной во сколько? После 7 до 30. После 7:30. Если ты, смотри, у меня еще вопрос тоже Мгм. такой. Пришел бездомный в мечеть и говорит, мне ночевать негде. В мечеть пускают. Вообще без проблем. Переночевать, потом еще соседям говорят, что вот, например, если у нас сегодня гость, типа нужно чем-то его покормить, и каждый сосед, кто что есть. Кажется, сосед с отправляет. мечетью? Да, люди, которые неподалеку живут. То есть кто что есть, тот отправляет. Кто там хлеб, кто там какой-то, может, траву, кто салат. В общем, еду. Ну, видите. Вот кладбище. Вот эти камни, это уже могилки, да? Да. Они безымянные или есть Ну, люди знают. только родственники? Да? Вот смотри, вот это вот камень, это могила, да? Самый Вот, первый. смотри, два камня идет. Первый, второй, вот могила. А вот между ними? Это смотри, я же тебе рассказывал, да, про то, что у нас, ну, как бы, вообще по исламу не принято возобновлять могилы, там ставить фотографии или еще что-то, да? Ага. Это старые могилы, очень старые. То есть вот просто минимальное какое-то упоминание о И человеке, всё, все. да. Ни имени, ничего. Имя можно, Фотографии нельзя. нельзя. Нет, это нехорошо. Вот, просто сделал раз хорошо и оставил. А вот решетки Это железные. вот они так вот, я же тебе говорю, сделали раз хорошо и оставили. То есть с первого раза и С первого все. раза и все. Но это, ну, как сказать, А мы можем зайти сюда сейчас? да, можем. Только мы пытаемся не наступать. Ну, естественно. А можем вот подойти к... Давай, вот идем Вот, за мной. да. Вот где, смотри, слева красная. Да, вот туда хоть. Да. Вот там. Да тут везде ходят. Вот. Вот. Теперь тут легче, видишь, тут понятно где что. Ну, здесь понятно, да. Нет, я имею в виду, вот, там 3. Это сразу 3 человека похоронены там? Или как это? Да, вот тут сразу 3 человека. То есть одновременно они это умерли? может быть какой-то Или там добавляли? произошло. Не, может произошло какой-то там, знаешь, А, ДТП, трагедия. да, или еще что-то, или взрыв, да? Что здесь написано? Где? Разобрать можно, сейчас я посмотрю. Тут похоронен Амид Али. Ну и имя. про него там написано. На входе нас досмотрели, сказали только фото, видео нельзя, поэтому видос придется кидать в удаленный, на всякий случай. Что это такое вот за лодочка? Ну это тоже кто-то умер, это место захоронения. Это могила так выглядит. Это какой-то святой. Или нет? Сейчас я посмотрю. Да, тут кто-то похоронен. Заранее извиняюсь за качество съемки, потому что камера прикрыта руками, если плохо видно. Я чуть не наступил, оказывается, это могила чьи-то. Это тоже Написано Мадар Калона, моя бабушка. моя бабушка? Да. Но Написано если 350, здесь- Я не знаю, что это обозначает. Вот, 234. Там кто-то идет, отключаемся. Это все старые, говорит. Эти. 200-300 лет этим могилам. Да, могилы старые, говорит, не новые, ни одной новой. Бали.
Красивая мечеть. Ну вот, Денис сфотографировался со своим новым другом. И смотрятся они очень хорошо вдвоем. На фоне мечети. Не за что. Салам алейкум. Очень красивая подсветка, ночь просто вообще бомбически смотрится. Нам разрешили попасть внутрь, сейчас встаем, идем. Так, раздеваемся? Да, вот развиваемся и прыгаем туда. Раздеваемся, разуваемся. Хоть я и другой веры, но очень красиво. Вот красоту, как говорится. Салам алейкум. Салам алейкум. Смотри, купола красивые. В ту половину мы не идем, она для женщин. Что это такое? Это камень? Да, шииты, когда молятся, перед ковриком возле лба, там, где они знают, что они будут прикасаться лбом, они ставят эти камешки. А вы нет? Мы не ставим, да. А это что? Это Коран. Молитва. Да, не, это сам Коран, но разбитый на, видишь, на... Аяты? Да, на аяты. И каждый аят нужно отдельно читать. Здесь отовсюду, смотри, началось. Во всех мечетях все сделано. Просто одновременно, это не передать. Это вот ты как будто в котле находишься со всех сторон. Прям смотри. Звенит, да? Знаешь, как будто вот в центре зала находишь точка. И эхо Да. раздается. Вот сейчас мы как будто в таком месте. Аж мурашки по коже. Реально. Да. Такое какое-то чувство непонятное. Чувство неизвестности. Мы попросились в туалет, а нас пригласил мулла к себе чай попить. Принесли нам чай. Мы находимся в офисе. Так вот выглядит офис. Офис Саида Ясина. Он здесь вот этот мужчина старший. Сразу разъяснение, пожалуйста, по поводу черного тюрбана. Ну, наши шиитские саиды носят черный тюрбан и черную одежду после. Это не то, о Это чем мы не то, думаем. Он только что нас поправил. Говорит, вы же не подумайте, что я такой. Ну, и говорит, я ж... Он богослов, он Шиит, шиит и, как еще ты говорил? саид. Нет, приближенные к пророку или какие-то родственные связи? Да, у них есть такое. Родственные связи. И после того, как и пророк погиб, он шаид, да? Они носят черную одежду и черный тюрбан. Не относятся к другим. Я понял. Так. Пора отведать чай. Халас, колешь, по-моему, не мешали. А чай кто должен в данной истории начинать первый? Гость или старший? Гость. Гость. Байджада. Чай черный, вкусный. Кстати, они черный пьют больше. Да? И чайничек какой интересный. А что значит этот флаг? Пурсана байрака мекуна, ки байрак. این بیرق سمبولی همینجاست او حضرت علی یعنی علی ولی الله نوشته است دیگه به او خاطر است که بیرقی Это символ مربوط этой به خود мечети. روزه میشه. Да, это символ этой мечети, там написано имя Али, и они сделали такой флаг, и он относится только к этому месту, ничего другого. Еще объясни, пожалуйста, что за цветы и вот что, не могу понять. Пурсана гуларом мейкона, гулара башмотафа. تقریبا چیز 12 سال خدمت کردم اینجا باز در زمان اماره چیز یعنی خلیلی اینا مزارگرایی میکنن و گزاره در جای ما رایی کرد
باز ما پس شدیم مدتی را باز در این اواخر ما چون از پدر و پدرکلان ما اینجا متولی بوده خدمتگار اینجا بوده دوباره عریضه کردیم که این تو برطرفی ما انگیزه سیاسی داشته باز دوباره اینا حکم گرفتیم ما یک کنیم ما شده که پس مقرر شدیم. Табрик башо. این گلا را به مو خاطر مردم تبریکی آوردن برای ما. Была ситуация такая раньше, в предыдущем правительстве, был у нас такой человек, Халили, и он за счет того, что он сам азариец, он посадил вместо этого человека азарийца. Но у них семейная история, тут его дедушка и отец были хранителями этого места. И когда сменилась власть, он написал заявление, к заявлению прислушались, и уже 1,5 месяца, как он опять работает на этой позиции, и все эти цветы ему пришли с поздравлением, что он вернулся на свой пост. От кого поздравления? От Астарафаки, از طرف دوستان؟ اهالی منطقه От гостей. от всех شورای людей. علما Да, от всех людей, которые сюда приходят, они его знали, они знали его папу, дедушку, и его. Ну, то есть он здесь известный. Известный человек, да. По его словам, так как мы прежде поняли, что его и отец был тут хранителем, и дедушка, то есть сам он тоже. شام خب میخوری ما بخوایم Не, ما میریم و میگیلاس چای میخوریم. Не, вон бихаем. Да. Нам повезло, что мы чай попили с этим дяденькой. Иначе все видосы сейчас даже из корзины вытащили бы. Они увидели, ничего не сказали, пропустили. То есть неформальное добро нам дали. Буйволы целые висят. Поболтали с этим дедушкой и в конце. Чем заканчивается разговор у всех этих посиделок? Ты откомментируй, я не буду, а то скажет, вот, Да ты не. опять какое-то предвзятое отношение. Никакого президента, говорят, Путин красавчик, хороший Всё. мужик. Все, уважаем его. Ну так и говорят. Пока ничего плохого про него здесь не слышу, Да, реально. Для тех, кто не знает, это номера телефонов на арабском, правильно? Да, у нас арабский. А мы пришли к халявному и быстрому интернету. Ждем, пока нам откроют. Что здесь написано? Цифры. 46. مدت کنندگان اجباری مساعدت نمایید. مساعدت شما به طور شفاف Что он و говорит? امانتداری Он говорит, تحت что если вы نظارت хотите помочь حکومتی людям, رسانیده می شود. которых депортировали из Пакистана, можете помочь, набрав вот этот номер и помочь с вашего аккаунта, то есть с телефонного баланса, отправить там 100, 200, 300 афгани. И куда они пойдут? Они пойдут в фонд, и этот фонд им уже будет помогать. Они сейчас где эти люди находятся? Они по провинциям их разбросали, им там либо палатки, либо какие-то домики им сделали, да, такие, знаешь, временные. Они там живут, и сейчас им там потихоньку вот этот баланс накапливается, и они делают городки небольшие, и их туда потом заселяют. Просто безумно. Это офис, который раздает, это один из многочисленных офисов, который раздает интернет компаниям. Ну, здесь, чтобы вы понимали, это считается топовая скорость, а у нас в России с мобильного телефона, с бетонных стен, где-то помещение, которое будет покрыто цинком, сталью, вот такой же сигнал идет. Но для Афганистана это нормально, поэтому хоть как-то скинуть файлы. Помещение такое моднявое, смотрите, здесь стены, штукатурка. Что за флаг? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, это не флаг. Это калима написано там. Калима. Угу. Мы ждем кофе. Кофе Якобс аромат. Ты кофе пьешь или чай? Кофе. И здесь люди в свободное время в шахматы. В Афганистане вообще любят шахматы. Да. Ты видел в парке, да? Да, очень много. Я смотрю, не шашки, а вот именно шахматы. Угу. Любят думать. Еще посидим сейчас в ближайшие 27 часов, скинем пару файлов и едем. Куда мы поедем? На скотный рынок. Сегодня. Сейчас Завтра, на ну, скотный рынок. ну завтра, ну 27 Не, часов. сегодня мы куда поедем? Сегодня мы деньги раздавать Продолжаем. детям хлеб. Хлеб. Не деньги. Дети, хлеб, деньги, все вместе. Скажи, пожалуйста, в кофе, чтобы не сыпался хлеб. Лолайм буранандос да кофе В один в один. Да, Спасибо. не бахши. Спасибо большое. Спасибо. Ни за что. Нет, ты любишь сахаром кофе? Нет.
Он с собой сейчас вытягивает. Высасывает сахар. Он тебе сейчас сыпь сахар. В общем, атмосфера в Афганистане вообще просто нереальная. Такого я никогда в жизни не ощущал. Это не передать. И я повторюсь, она меняется, настроение даже меняется с приходом ночи. То есть какое-то все таинственное, вот такое окутано мраком, 1000 вопросов. Вот. Но это все из аварцев. Сейчас я вам покажу, как выглядит кабинет. Гендиректор, да? Гендиректор интернет-компании. Вот так вот. Здесь очень-очень пахнет какими-то вкусняшками, ароматизаторами. Данные вам вот эти не нужны, конечно. Все просто. Вот комп стоит какой-то игровой. Мощнявый что-то загружает. Это, скорее всего, приемная. Здесь какие-то дела обсуждаются. Посмотри на телефон. Что за ретро-уголок? А, да, у него телевизор. По которому никогда не дозвонишься. Он аварится. Знаю. Что же такое происходит у нас здесь? Ищем хлеб. Что-то знакомые места это до боли мне. А тебе не кажется, что ты меня катаешь по кругу? Каждый день? Да. Ну, а где мне тебя еще катать? Так, нам нужен нанвой. Вот, мы уже нашли. Ну, потому что все тут под рукой, братан. Вот Я тебе понял. нанвой. Сейчас мы его выручим. Наверное. На тонну его закрыть. 100. 100? 100 штук? Да, вот тут 100 штук. Вот здесь 100 штук? Да. Что, возьмем? Берем? Давайте. Харамисада, он будет 100 штук все эти заберем. А это тоже хлеб? Или он с начинкой? Я имею в виду... Или просто форма поменялась? Просто форма такая длинненькая и все. Длинная форма и все, больше ничего. Я буду говорить громче. Хорошо. Мигеле! Мигеликус. Не представляю, как это ночью будет происходить, раздача. Очень, конечно, интересно. Наверное, все из машины будем раздавать или где-то остановимся. Но раздавать будет он. Я сам хайрати сейчас. Хочется уже. Они вкусные. Ох уж этот взгляд. Какой именно? А, ну, С внимательно. накрашенными глазами. А, твой, да. Уже Пора смывать. увидели, что мы много хлеба набираем, и уже прям там он отдавал хлеб. Вот это семейные, малоимущие семья подходили, уже брали. Так нам хочется что-то жидкого, жидкого. На тут отметим, лалаем, дуду дана. Что он говорит? Еще один дай, говорит, домой ведь. Вот дедушке дай. Они Здесь надо зубача. не разорвут? Сейчас, тихо, аккуратнее. Айста, бача. Блин, ну что? Сейчас, ребят, подождите. Нате, берите сам. Слушай, давай отъедем. Сейчас бери. Все, поехали. Поехали. Все. На, девчонки, дай. Все, возьмите. Все.
У меня просто было окно открыто, они открыли щеколду и сзади открыли дверь, и вот пацан схватил пакет с хлебом и убежал с ним. А так можно вообще делать? Ты такое А мы спрашиваешь. сейчас куда едем? Мы едем на другую точку, может люди поспокойнее, чтобы работать. Слушай, ну они видят много хлеба, поэтому реакция такая неоднозначная. Надо как-то это, давай вот Где-то станем. в потемках. Не, вставать вообще нельзя категорически, это потому что, ну, неправильно будет. Лучше вот потихонечку. Потихоньку ехать и раздавать, да. Это самый лучший вариант. Ты видел, как они сбегаются прям сразу Прикинь. отсюда? Мы записали. Там и женщины подходят. Ну, блин. Я же Надо говорю, раздать. опять-таки, смотри, мы деньги не получилось. С хлебом та же самая история, видишь? Мне кажется, Разбили дверь. все что угодно раздавай, то же самое. Да, ну вот ситуация Хочется такая. всем дать по чуть-чуть. Хочется Да, так вот здесь. помочь, да. Вот. Тут Да, это только у меня просьба к тебе, не останавливайся. Вот мы дали, вон, видишь, вот туда дальше же, не останавливайся. Дали и поехали, все. Вот мы остановились, это наша ошибка была. Вот. А вот тебе, Не-не-не, он говорит, типа, спасибо. давайте там. Салам алейкум. Возьмите. А вон там еще сидят. Поехали дальше, все. Вот, ставь. На здоровье. Не кучкуемся. Так вот этим не надо это или надо? Можно? Ты как видишь? Да они работают, то есть, да, возьму, ничего нет. Салам алейкум. Все, поехали дальше. Вот этому давай дадим. Салам алейкум. Кому там еще что там есть? Вон там же пареньку суп, который торгует. Какой? Он супом торгует, вот. Или это не суп, это вот эта сладкая штука. Давай, подай скину. Как его позвать-то? Вот этому пацану? Или он? Нет. Не надо, это Да, это не стоит вот этот мойщик, подожди. Паренек, вот. Салам алейкум. Зови какого? Лалам бейджи. Бахайр башид. Скажи, пожалуйста, что они говорят еще раз? Они говорят спасибо большое. Хайри? Хайр бибини это типа добра тебе в путь. Добра нам не хватает в путь. Так, вот там сейчас... Велосипедисту может загнать его. Ну сейчас вон какие-то... Нет, эти Не, точно, там с богатые. крузака. Этому точно. Хотя... Не, тоже. Раздай. Он один схватил, что ли? Ну он сейчас всем даст. Точно да? Бардигаро бите бачи. Все, мы тебе дали. Аджи, бакко лаги бугу мей тамаша. Он говорит, я всем раздам. Касам хорда мен. Клянусь, говорит, всем раздам. Дай Все, мне все, больше. хорошо. Бакко лаги мен бите хуне бакко лаги бутам. Бас Всё, это нам да. мы дальше поехали. Саля. Людям-то. Они тут как раз сейчас на обыске. Кого обыски? Ребята, вот. Может не надо? Да, снимать не надо. Даже люди Т берут спокойно, никаких проблем. Хайрот, он есть хайрот. Да. Ночью красиво все светится. Но на камеру жаль не передать это. Весь город расположен, получается, на склоне горы. Интересно. Лалам бия хайрат из курбан. Арам, хо. На, пакет. Все, поехали. Все. Начинает опять сосредотачиваться. На нас свои силы. Так, предлагаю поехать попить чай. Вообще хорошо. Попытался смыть, не сходит, да? Нет, только хуже стало. Хуже стало? Серьезно? Но оно еще размытие стало. Ну и в глазах что-то. Ну, в общем, ладно, все пройдет.
В глазах как будто, вот, знаешь, ты под воду нырнул и открыл глаза. Зашли мы в заведение опять на этот стрит-фуд, где курочки продавались. В предыдущих роликах вы можете увидеть это. И заказали мы чай наки. Это шурпа в горшочках. Это типа кузача в горшочках. Такие мини-кафешки. Поднялись на 2-й этаж. Ну и все. Ждем. А ты будешь что? Кабобчики? Кабоб. Какой? Говяжий. Вид сверху. Кабоби. Чакни. Чайнаги. Чайнаки, блин. Это что? Это лепешки. Это сюда выливать. Это медные, что ли, тарелки? Не пойму. Это глиняные. А можешь вылить, как правильно это вообще делается? Я вообще не знаю. Ну ты местный или я? Я такой же местный, как и ты. Все, можно брать. Или надо как-то по чуть-чуть выливать? Нет, надо сначала себе сюда хлеба намельчить, а потом... Не, я... Ты не хочешь так? Нет, Все, если так не хочешь, тогда просто выливаем. Сейчас. Можешь ложку дать? Не, так вот. Я так и знал. Так и произойдет. Да. Так, теперь достаем оттуда все остальное. Ну это барашка. Баранина. Ну, выглядит аппетитно. Так, подожди, это его ножка, это его ручка. Это, я вижу, там нохат, что ли? Да, наход тоже есть. Ну все, не запаривайся, потом вытащим. Сейчас все, я вытаскиваю. Ничего, я руку сделал. Я мыл. Да, конечно. Так, все, теперь можно выливать. Вот, пожалуйста. Так, давай это вытру. Также принесли это и это. Это нам точно надо. Попроси соль чуть-чуть. Это сахар. Один наваком берем брать. А вот какая-то это есть. Так, это тебе. Это нам. Это все не съем. Ты должен это все съесть. Так. Начинаем. Там не индийский сериал сзади смотрит. Что-то типа такого. Ну, это вкусно. Это вот прям баранина бараниной. Баранину мы еще не пробовали. Я думаю, что... Хотел сказать, это готовится в афганском казане. Это, скорее всего, вот в этой штуке на плите стоит там несколько часов и варится. Или они, может, в одном большом сварили и разлили чисто для антуража. Да, Да? скорее всего так. Чтобы вот так не заморачиваться, потому что все очень разваренное. А может быть, даже в афганском казане приготовили и разлили они в режиме онлайн. Стоят это. Вкусная штука. Это вкуснее, чем суп на улице, который гороховый. Все, последний этот пробую. Баранина, она и в Афганистане баранина. Вкусно. Добро пожаловать в Афганистан. Все. Впереди нас форт Эверест. Такие раньше использовали только генералы, высшие чины. Это в прежнем правительстве? Да, в прежнем правительстве. Которые работали на государство. Сейчас они у кого? У Т. У тех же самых только. Где другие, бля? Бябачек.
Все, надо добивать, короче, последние На, деньги, на. потому что мы обещали подписчикам. Ма, Там пробку. беги дудку. Ма, надо добивать. Все. На, иди сайт. Халал, махайр баш. На. Все, поехали. Ну, Чё он видишь, говорит? зовут. Человек типа зовет по имени. Эй, Сабаун, типа, иди сюда. Понял? Вот как их нетворк работает. Вон, маленькие. Дети? Да, сейчас я. Эй, духтарак! Оба чай, духтар! Бейте! Они маленькие? Да. Сколько им лет? И этим по 8, по 6, ма. Беги. Беги, духтарак. Ма. Беги. Чё, Ты как следует, шумо? чё говорит? Говорит, спасибо большое. Я думал, говорит, я не буду брать, они Не, уже говорит, у взяли. меня руки заняты, возьмите, пожалуйста. Вот это вежливые детки были. Они мне понравились вообще. Оба чайна, бейте! Ма. Они ночью спокойнее. Нет такой активности, Ну, как просто днём. нету группировки его. Сейчас бы его группировка подъехала. и всё. Оба чё бейте! На. Behind the wall. Мы добиваем уже все. На, дорогой. Чё? Behind the wall это не? Не больше не делай. Behind the wall. Он того пусть позовет тоже. вон Дегай там садако. На кучи me усушу. Я как дорогу мега шумаром. стоит. На. Бору дега, халас. Все, он взял. На. Все, еще, на, держите. Все, дали. Халас, все, дега, не. Блин. На. Ой. Джеб марана не ма. Беги дега. Ма. Халаш. Оба шайста. Все. Она Я очень понял. маленькая. Ма, беги. Бору дега, пошли. Мотана саугор миши, ой. Так, на, дай им по одной, сам раздавай, Ма. чтобы они... Я, халас, ту бору дега. Я, ту бору дега. Бору, ту бору дега. На. Не, шумо хубашим калона, си мобар хур даракам этим. Чон взрослый мужик хочет. Давайте ему или нет? Давайте ему. Не знаю, насчет взрослых я не знаю. Блин. что они. Халас, бачим. Даем? Да, конечно. Ты сам смотри, кому Всё, считаешь хватит ему, нужным. потому что он собирает, ну, из мусорок все. На, беги, бачим. Кому считаешь нужным, тому давай обязательно. Вот это, ну, человек собирает на мусорках там баночки. Вон и там сдаёт. бежит пацан еще, вон дай ему, вон бегут они. Бия, бачим, бия. Ма. Burada garakatku. А что да не дадам бачим балет? Он говорит, у меня родители умерли. Ты веришь? Я не знаю, но дрог нагой бачим, сардика дрог Ешь на нагой, здоровье. мадар айота. Худаван говорит, джанатор насип шон кана бачим. А бура бача говорит, бахайр бачим, burada худафез. Он поклялся, говорит, в натуре не родители умерли. Блин, жалко, Ну конечно. прикинь, ну сколько, 9-14 они до сих пор на улицах, понятно? А, типа позднее время, поэтому, да? Убачи ты гарам сада коне. Бош бачи метам культона. Убача как ты гарам сада коне. Пунура сада коне. Вон того мелкого, пусть Да. позовет вон. Амира дада буду пайса. Тура дадем пайса. Джон, барту ту колонна, мы оба хоть комнате. Он говорит, давай, дайте мне, не дадим. Говорит, я машину мою, ну я не знаю. Смотри, это твое, твое усмотрение. Халас, дегар на фарага пайда микро. Уже рафтен. Ба як дека айста. Исе усушо бара. Яг томето майна бора дега. Паша. Беги бора дега. Халас. Бора дега. Поехали отсюда. Бора. Бора дега. Там на капоте едут, не гони. Да? Там двое ребенка сидит. Скажи ему, чтобы не Не цеплялся. халас курбана чам. Шумо чара кашарами. Ну, Не избачам халас. все, нету, ребят. Нету. И башни бачи. Возьмите. На. Вон, отдай им. Он один берет все. Это брать.
Да, братья. Это девушка или кто, парень? Девочка. Беги, бачим, твом беги. Более ты габахайр башень. На еще. Ма беги. Тебе везет с детьми. Ну спокойно, видишь? Да, я не понимаю Ты просто просто почему. буйный. Я не думаю. Так что, мы куда? Энергетик попить? Да, у них есть энергетика, все. Давай здесь энергетик выпьем по баночке. Окей. Вот тут бургеры Ромал. Ой, бургеры нам не нужны. Все, я уже вообще full. Я больше Full ничего не бак? буду. Full бак я No больше не power. буду вообще. Power Zero, блин, уже скоро 10.